Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 7-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске сделали целых 5 квестов для егеря, убили диких без брони, заложили провизию в бункерах, сделали тарковского стрелка часть первую, провели в рейде более 5 минут в дегидратации и в состоянии болевого шока застрелил 3 диких на МЧС в лесу. Выпуск поддержали финансово Педокур, Чай, Боб Марли, Мел и Никита. Огромное спасибо, ребята! Будьте здоровы. Мариуполь, привет. Магадан, привет. Мишт, большой привет. Спасибо тебе еще раз. Всем приятного просмотра. Прапор снова радует страховка. О, теперь уже посмотри, уже поинтереснее. Тут и горностай, и мосинка, и тряпочки кое-какие. Даже картоха пришла, вообще нормально. Что у нас тут, какие дела? Давай посмотрим сначала, что у нас там есть по дейликам. Сегодня у нас для терапевта есть, кстати говоря, дейлик с повышением лояльности. Мне нужно выжить на локации берег. Понял. О, у меня тут, оказывается, и механик какие квесты выдавал. Смотри, оружейник, 3-я часть, модифицировать МП5 в соответствии с требуемой спецификацией. Но мы еще 2-й не закрыли, почему мне 3-й сразу дали? Забавно. Тут нужен магазин на 50 патронов, пока у меня его нет и купить мне его негде. Садоводство, 1-я часть, по этому квесту мне необходимо починить 2 панели на заводе с помощью набора инструментов. Вот это можно было бы, кстати, поделать, но пока не горит по лояльности, так что не сегодня, механик. Готово улучшение безопасность 2-го уровня в убежище. Устанавливаем и радуемся. Для разведцентра нужна карта завода, папка с разведданными и какая-то новая бумаженция, материалы топографической разведки. Ух, мать. Так, ну чё, я в принципе собран. Мне нужно убивать с пистолета, также ЧВК, если получится. И с горностая будем пробовать тарковского стрелка делать. Что там, какие условия? По-моему, 3 раза в ногу попасть, да? Да, 3 раза в ногу и 2 раза в голову. Идем на бережок за ЧВК в 16. Будем страховать, пожалуй, наушники и бронеразгруз я застрахую. Все остальное, в принципе, не нуждается в страховке. Кстати, скоро барахолка будет доступна. Я смогу ключи от офиса в таможне прикупить. Там надо будет мне папочку забрать, а потом на заводе заложить. Сложно будет делать квест с закладкой папки на заводе. Туда бы на танке каком-нибудь заехать по-хорошему для зачистки. Но, Тарков, игра не про это. Для сражений на воде, в воздухе, на земле тебе лучше всего залететь в War Thunder. Здесь ты можешь разносить врага как на известной военной технике прошлого века, так и на новейших экспериментальных машинах. Соревнуйся с другими игроками в локациях по всему миру так, как тебе угодно. В одном бою участвуют танки, самолеты и вертолеты. Прокачивай технику и изменяй ее внешний вид. Пусть все знают, кто самый крутой на поле боя. Продвинутая модель повреждений даст тебе широкий простор для тактики. Обездвижь противника попаданием в мотор или оставь его безоружным, выбив пушку. А топовая графика и реалистичный звук обеспечат максимальное погружение. Совсем недавно War Thunder получил крупное обновление Danger Zone. Жги противника напалмовыми бомбами и испытай легендарный американский истребитель F-14. Бесплатно качай War Thunder по ссылке в описании. По ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат 500 000 серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. Обачки. Далековато, конечно, от нужного мне места. Ну ничего, зато попутно сейчас диких, может быть, подстрелим. Раз на снайперской скале. Блин, я уже 100 лет тут не был. Такое ощущение, как будто я год или больше не играл. Так давно не был здесь. На бережку. Большая локация с кучей беготни. Так, ну чё? Сейчас на танке. Наверху у снайперов посмотрим. Если там их 2, то, может быть, мы даже тарковского стрелка, пацаны, закроем. Это прям при очень и очень удачном раскладе. Шансы имеем. Их 2. Нормально.
Ставим 100 метров. И не видим никого. А чё, где пацаны? А вон он. Один. Ну, так как ног я не мог разглядеть адекватно, поэтому я 2 выстрела в голову сделал, получается. Одна из подзадач выполнена. Знаешь, что теперь? Блин, там уже стрельба была. Надо по шурику как-то перебегать. Дистанция хорошая. Больше 40 метров было. У меня на тоннеле выход, да? Так точно. Надо поглядеть, где у меня может быть какой-то конкретный выжить, выйти на локации. Все, выжить, выйти просто. А какой-то выход конкретный мне не нужен. Это хорошо, потому что можно попробовать пойти в сторону. Блин, там опасно, очень опасно там. Ладно, давай по правой стороне, не буду выделываться туда. В общем, думал пойти через коттеджи. Но боюсь, что навалять мне там проблемы ни у кого не составит, никакого труда. Пойдем попробуем выйти на маяк. Сейчас мы можем, кстати, попробовать еще и на самом деле тарковского стрелка закрыть, если на хорошей дистанции получится обнаружить дикого, и никто мне при этом не помешает. Как бы присесть, да отсюда не очень хорошо видно. Шибко растительность мешает. Лучший вариант, конечно, вот сюда на сопку куда-нибудь, вон где лэп, что ли. Оттуда прям хороший обзорчик открывается. На нижних диких. Тут стрельбы возни я никакой не слышал, так что... Надо делать. Просто, блин, есть такое ощущение, не знаю, как у вас, но у меня такое каждый раз, когда я только первый раз захожу в игру, я поэтому стараюсь за дикого сначала прогуляться, чтобы умереть. Ну или почувствовать, послушать игру. Какое-то ощущение скованности прям чувствуется в первом рейде. Как-то неуверенно себя чувствуешь, в общем. Вот, в принципе, и стараешься как-то все продумать, спланировать, сделать грамотно. Видно, что, нет? Балабонит где-то. Посидим, подождем, в общем. Рано или поздно он покажется.
Блин, сейчас вылезет как неудобственно как-нибудь где-нибудь. Что-то не хочет выходить. Ё-моё. Блин, да где ж ты есть? Я ж точно тебя слышал, мне же не послышалось. А, какой-то непонятный, невнятный какой-то дикий. Где-то что-то сказанул и след простыл. Попробуем на грузовичке пострять. Блин, но он где-то тут, точно я тебе говорю, где-то он тут. Притаился где-то, а вот где я его в упор не вижу. Какой охотрый. Ну, а может быть, я грузовик слышал, слушай. С этой стороны не так удобно, как если бы стоя смотрел со стороны лазурки. Какой-то рельеф мутный. Ой, блин, приключение целое, дикого найти. Сходил, посмотрел ключики, да? Мискузи, но я его не вижу. Мне не по глазам. Ладно. Пошел делать один квест, схватился делать другой. Ага, еще справа. Ого. Я думал, не по мне. Так, Тарковский стрелок. Все, одна нога осталась. Значит, дистанция здесь хорошая, подходящая, как говорится. Дай ногу-то, а. Ага, вижу я тебя. Вы опасный. Как я тебя, блин, буду в ногу-то убивать, если ты бошку только высунул? Ну их там двое, где-то второй. Это что за звуки были?
Блин, уже быстрее вы стрельбануть один раз в ногу и пойти домой. Сейчас же прибегут на выстрелы, это 100%. Да, нога твоя. Он лежит там вообще, что ли? Ну, мы так не договаривались, братела. Вставай, на работу пора. Где у него нога там? Я не пойму. А, вот нога. С этой стороны. А, промахнулся. Отлично. Получилось. Ну все. Вот теперь можно идти домой. И сейчас обязательно отсюда, да, выскочит Дикий? Или я, скорее всего, тех типов на машине слышал, да? Подумал, что с этой стороны. И, возможно, ошибся. У меня постоянное ощущение, что кто-то рядом топает. Параноиком стану скоро. Ух ты! Ух ты, он еще и не прячется. Это же мне для оружейника по Ксюхе. Второго надо будет. Магазин этот. 3 рожка еще надо будет, конечно, мне потом сдать с галочкой для прапорщика. Но для прапорщика мы их потом сварить сможем без проблем, закупая необходимые для рецепта составляющие на барахолке. У меня до барахолки осталось всего пару уровней, так что имеет смысл, я думаю. Да и искать ключи, я тоже думаю, наверное, не стоит, так как пару уровней до барахолки проще будет купить эти 206 ключ, которые мне сейчас нужны. Вот тут мы присядем. Ну давай, выходи. Выходи, пожалуйста. Спасибо. Все, круто. Я Дейлик и Тарковский закрываю. 16 минут. Да, долго я искал этих диких. Ну как долго? Минуты 3, может 5 я там высиживал все это дело. Оказывается, вообще в другом направлении они тусовались. Но ничего, главное, я свое дело сделал. Все, выжили, вышли с локации, можем закрывать дейли квест для терапевта. И самое приятное из наград здесь, конечно же, лояльность. Тарковский стрелок, часть 2 тоже пройден. Все, что необходимо было сделать, сделали. Тарковский стрелок, часть 3. Убить бойцов ЧВК с расстояния меньше 25 метров, используя болтовые винтовки. 3. Можно пока будет поделать, пока до барахолки не добрались, какие-нибудь квесты, которые не привязаны к доступу к этой самой барахолке. Например, путь выживальщика Крепыш. Мне необходимо убить диких в лесу в одном рейде, не используя медицину. Все, я готов. Лутаться, пожалуй, не буду, но МБСС на всякий случай с собой возьму, если вдруг где-то там будет. Бежишь по лесу, как бывает же, нашел доляры, а тут вдруг бежишь, аккумулятор лежит какой-нибудь. Будет приятно. Денежку на выход на случай всякий взял, всю медицину высыпал в рюкзак, чтобы клавиши быстрого доступа не использовать машинально, потому что бывает такое, запарываешь квест. Ну и все, патроны есть, что нам там, 3 диких надо всего убить. Значит, идем еще раз за ЧВК, идем теперь в лес, может вечерком, слушай, прогуляться. Как считаешь ты? Давай на закате по красоте туда-сюда попробуем. 3 диких же надо всего лишь. Всего не надо, наверное, по всей карте там будет бегать. Если уж совсем темно будет, подойдем в упор, застрелим, да и уедем во свояси. Чисто на вечерний Тарков посмотреть. Так, на прудах. Все, я понял. Значит, у меня за Б14 выход на мосту. На мосту, но мне нужны дикие. Дикие на мосту можно было. За Б14 пойдем. Не хочу на эту самую идти. На коттедже. Не уверен, что там может быть 3 диких, а если даже и будут. Опа. Слушай, это хороший знак.
Там кто-то на мине шлепнулся. ЧВК там есть на этом самом, на базе юсеков. Может попробовать с пистолета пойти его подстрелить? Но тогда есть вероятность потерять ненаглядную свою эту самую. Ну, на мины может нарваться только новичок, скорее всего, неопытный. Поэтому есть хороший шанс его застрелить. Пофиг, попробуем. Попробуем. Если получится, то пойдем дальше в сторону ЗБ. Я не туда поперся, если честно. Я хотел там проскочить. Блин, деревня. Ну ладно. Пойдем в сторону ЗБ, если все здесь пройдет гладко. Там диких, на доме диких, там на блокпосте юсеков стрелям. А если я сейчас медицину использую? Ладно, я уже здесь. Слушаем. Отлично, я нашел его. Как я и предполагал, новичок. О, Бэр. Пойдет. Прости, братюня, что так вышло, но... Так оно вышло. Все, я хочу убежать отсюда. Ага, вот он шел. С кровотечением. И тут он лутанулся. Он ящики открыты. Недурно. Ну и я, в принципе, целый. Почти что. Хорошо, что никакого кровотечения, ничего не получилось. Бирбади. Упс. ЧВК. Но ты нам не нужен, братюня. Видал, он уже на шумок поскакал туда, видимо. Так что я пойду по своим делам, а то вечереет. Я же на закат вышел. Сейчас пока с ЧВК развлекаться буду. Уже стемнеет. Диких видно? Нет, не видно. Так, это употребить. Что с собой таскаю? Насколько я помню, можно этот квест сделать в несколько подходов. Главное не использовать медицину. Даже если ты потом в следующем каком-нибудь рейде будешь доделывать. Или помрешь. Так, надо поискать здесь, посмотреть. В том числе. Тишина у нас.
жалко, я думал здесь подстрелим кого-нибудь. Быстро темнеет. Солнце за горизонт, и все, сразу сумерки. Это печально. Это совсем не дела. Давай искать тут диких, что ли? В прошлый раз меня с дерева, да, жахнули? Вполне вероятно. Ушки на макушке, короче. Пацаны, вы где? Вот она. Но мне кажется, что это тот чувака, которого я там видел. Скорее всего, это он здесь. Посмотрел. И убег. ПСки оставил только. Это ЧВК, скорее всего. Охотится на этих самых светлоозерских с Мосинкой. Блин, пацанчики, давайте выходите, а? По-братски. А то ну совсем это не дело. Есть дикий. Если есть один, то реально можно встретить еще парочку. Давай, давай, выходи. Вот он. Эй! Эй! Забежал в дом. Если я в дом забегу, то начнется такое самое, что все дикие придут туда, да? Я, в принципе, рядом с выходом. Вон он, выход. Помогите. Ладно, давай рискнем последними зубами. Даже побаловаться можно с болтовки. Вон, сука! Вон он, блядь! Ебать его! Вот этого я не ожидал. Ты куда пошел? Перезаряжаться. Ты куда пошел? Перезаряжаться. А ты куда? Shut up, goddammit! Шарап по-турецки в вино. Вот он!
Что-то там бронежилет был какой-то, видимо. Один дикий остался. Но я нашумел. Это нам надо будет. О, деньги. Деньги я люблю. Ох, сейчас бы еще какой-нибудь пришел. Дикий. Было бы хорошо, а? Но боюсь, что это всего двоица была. Вот поэтому я хотел, чтобы на КПП еще кто-то был. Блин, что, сгонять на КПП? Или сюда, к ЗБ, может на ЗБ тут будет. Так, куда-нибудь мешок с сундой скину. И налегке. Попялись, что там. Ух ты. Где ты, а, сука? Не обижу. Нифига себе ты не обидишь, я вижу. Зараза такой, а? Куда делся? Вот! Зашибись. Готов, красавец. Не пойду его лутать. Нашумели. Вполне возможно, что тот массинист сюда вернулся. Не стопроцентная инфа, конечно, но опасно туда выходить лутаться. Самый лучший варик идти домой. Квест я сделал, закрыл, чтобы по темникам не блукать. Пойдем до дома, до хаты. Ну, егеря сегодня порадуем, это точно. Пару квестов за сегодня снова есть для егеря. Фух, выхожу. 15 с небольшим минут. Блин, я вот когда первого дикого застрелил, я еще такой понял, что это не тот тип, по которому я изначально стрелял. На нем же была там красно-белая, это спортивка. Я такой, а чё, где второй, бам-бам. Я чуть не, это самое, чуть со стула не выпрыгнул здесь. Итак, путь выживальщика Крипыш, квест завершен. Сразу за один рейд сделали, очень даже здорово. Значит так, достаем из заначки АКСУ, которую я отложил как раз таки для этого квеста. И попробуем сейчас выполнить оружейника, вторую часть для механика. По заданию нам нужно будет Б11 цевьё, 60 патронов в магазин, ну и остальное сейчас будем подгонять. Скорее всего, эта КСУ не подходит, потому что она не 74У, а 74UN. У нее здесь такая специальная, видите, для крепления прицелов. Скорее всего, из-за этого. Давай попробуем обычную Ксюху купить.
Собрал с горем пополам. Идем к механику и передаем оружие. Отлично. Плюс 4000 опыта получаем. Сигнал, часть первая. Мне механик выдает квест с нахождением первого и второго источника сигналов на берегу. Давай следующий ряд пойдем за дикого. Рюкзачок вроде бы небольшой, но есть. Я хочу прогуляться. Знаете куда теперь? На маяк. Мы не были еще на маяке, но не по каким-то коттеджам, шмотеджам. Мне надо будет посмотреть чисто болтики, гаечки, что-нибудь для убежища. Если будем недалеко, то заглянем на новую территорию, непосредственно на сам маяк. Говорите, там куча всякого лута. Сейчас проверим. Опачки, пропиталище 35 тысяч. Такой я богатый. А где я? Ага. Понятно. Давай сюда сразу. Я капец, я хотел в ту сторону вообще сходить. А что у меня по выходам на самом-то деле? Ого, 36 минут. Переход на Беррех. Все, мне нравится этот переход на Беррех. Маленький мешок. Что много лута я не унесу. А если я сейчас сюда загляну... Давай, наверное, ящики чисто посмотрим. Вот болтики, гайки нужны, честно. Я даже не знаю, сколько они сейчас стоят на барахолке, и знать не хочу. Я готов поспорить, что болтики, гайки сейчас в хорошем таком спросе. Что мне проще что-нибудь... Ладно, нет, не будем. Ого. Стреляют. Ничего себе, что я нашел. А чечи мешают. Бам. 3 класс. Круговая защита башки. Это что такое? Аугментин. Забираем. Тут где-то были ящики. А, вон внизу ящик с инструментами. А то сейчас начнется. Блин, вот это жалко. Блин, вот это жалко. Или не ходить туда наверх на маяк. Достаточно ли будет того, что я там внизу, там есть хижина хорошая такая. Ну, сейчас посмотрим. Что у нас будет? Да что ж такое-то? Красота-то какая? Как вот это вот не взять, а? Ну, Ронин 100 тысяч стоит. Вот это, блин, тоже деньга. О, ништяк, шкура цела, уже неплохо. Вроде мирный. И я мирный. И все мы мирные. Ладно, пойду я отсюда. Здесь в коттеджах вкусняхи имеются, поэтому народ сюда стекается. Потом посмотрим по красоте там в той стороне. Сейчас мы там найдем свое добрище. Прямиком давануть. Чё ли? О, тут спящий. Душмякнулся, наверное, с квадроцикла. Пьяный ездил. А это что такое? Опачки. Так. Гидея, Гугу. Ага. Тут бешеная медицина может появляться. ТБшечка. А, тут уже... О, забираться. Нормально. Никто там не подглядывает.
волыну нашел. Охо. Я таких волын еще не видел. А ну-ка, 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 почти полон БП. Ха! Вешайтесь, враги. Я домой. Самые хитрые диса. Тут есть... Да блин, ладно, нет, пойду я посмотрю. Я хочу хожено посмотреть эти все и домой пойти. Там поковыряться. Все попутно, все красиво идет пока. Главное, чтоб наблюдателей не было. Итальяно-гангстеров модных. Да нет, мне даже смысла туда далеко идти нет, потому что у меня места нет. Все. Что мне там делать с пустым рюкзаком? Ой, с полным мешком этим. Саморезы понадобятся. Да все надо, сейчас собирать все. Держи карман только шире. Даже молочка не попить. Вот это можно выкинуть. Вот так, вот так. И будет тебе молоко употребить. Че, дикий не человек, что ли? Пусть тоже питается, да? О, метаболизм 3-го уровня. Ну вот. Готово. Опа. И болтики появились. Болтики, болтики, болтики. Ну, давай вот так, наверное. Все, ну, все, что имеем в своем, пусть небольшом, но красивом мешке. Все нам это надо. Так что не буду я выделываться, пойду в сторону выхода смело. Ух, мать, вот это ЛЦУ тоже пригодится мне. По квесту оружейник в будущем. Все не покупать. Сколько этот шлем можно? За сколько я его сейчас продам барахольщику? 1040 в лучшем случае, да, наверное? Можно что-нибудь понять. О, шило, смотри. Шило, пацаны. Я опять шило нашел. Ну, запоминайте, в общем. В КамАЗе нашел. Еще шило нашел. Пацаны, я нормальный. Бежим домой. Ту-ту. Где-то тут еще тайнички были. Надо будет мне как-нибудь на ПВЕ заморочиться, побегать на ПВЕ, посмотреть где-то тайнички, где-то тут они есть. Тут это
Там есть пару-тройку вроде как тайников. Пока не знаю, где они точно, поэтому не обессудьте, но я пробегу мимо них. Впереди будет еще что посмотреть, может еще что-то очень ценное найдем. Интересно, шило сейчас сколько на барахолке стоит? Может его попридержать немножко? Раз его так трудно найти, то и в цене, скорее всего, оно. Мне там до барахолки осталось-то полуровня. Я за счет оружейника 4000 опыта забрал. Я готов поспорить, что еще здесь сейчас что-нибудь интересное найду. Если никто уже не пришел на этот выход и не полутал тут, то да, вон лежит. Что это такое? Болтики? Болтики лежат, пацаны. А, нет. Какой-то хлам. Ну, он мне не нужен. Я вроде как поставил уже. Что там надо было с этим хламом связанное? Да, тут лутано. Лутано. Ну и ничего страшного. Так-то я свое уже забрал. Рюкзачок заполнил биточком. Единственное, может быть, спички не тронули. Пару коробков спичек не помешало бы мне. И тут качественно кто-то лутанулся. Хорош. В нулину все выгреб. Ладно, бог с ним. Пошли домой. Или где тут? Где-то тут же тайник. Где-то, по-моему, прям возле выхода был здесь. Блин, не помню точно. Сейчас 2 метра не добегу до него. То ли где-то наверху, он здесь вдоль прям дороги. Ах, не помню я, не помню. Ладно, бог с ним. Для этого мы отдельно потом сходим на ПВЕ на маяк. И выясним, где эти тайники находятся, да? Подожди, я же не в ту сторону пробежал. Это же не переход на берег. Переход на берег в другой системе. Ой, блин. Вот я голова два уха. Я не в ту сторону пробежал. Ближайший выход у меня переход на берег, укрытие в гроте, ворота промзоны, бронепоезд, боковой тоннель. Ёлки-палки. Мне надо было в деревню туда бежать, а я сюда прискакал. Теперь через всю карту мне это дело нести. Офигеть. Вот это я придумал себе приключение. Еще радостный такой. Вот шило есть, еще шило есть. Куда пойдем, пацаны? Вдоль берега. Если прямиком я пойду, то я выйду к укрытию в гроте. Переход на берег, что-то я побаиваюсь туда педалить. Давай, наверное, вдоль берега прям в другой конец карты. Нормально.
чего этого? Чего? Чего? Да вряд ли по мне. Чё за движуха началась? Чё аирдроп полетел? Нормально. Это нормально. А где же тут необходимое мне ущелье, так сказать? Ого. Прям на базу. Отступникам. Не, я на такой не подписывался. Я лучше домой. Чик. Все, работает, зашибись. Домой, пацаны. Домой. Долго пришлось побегать, дурная голова, как говорится, ногам покоя не дает, так и у меня пошел не на тот выход, потом в итоге с лутом, пусть небольшим, но пришлось идти вообще в другой конец карты, через все побережье. Все равно какой-никакой приварок принес дикий, так что не скажу, что рейд был плохим. Я могу поставить себе медблок, для этого мне понадобится 2 стерильных бинтика, и все, медблок первого уровня, бам, установлен. Теперь я могу варить себе хирургический набор, который потом понадобится егерю по квесту. Могу варить себе аптечки и гемостатики. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, благодарю за поддержку, пальцы вверх и доброе слово. Всем отличного настроения, приятной игры, увидимся, услышимся в следующих выпусках. До свидания.